Скажіть, будь ласка, де ви виросли і як ви згадуєте дитинство в Україні? Я выросла в Советском Союзе. Часть своего детства я прожила в Беларуси, часть на Украине. Вот. Я вспоминаю свое детство практически все с радостью, с удовольствием. То есть меня практически все устраивало, мне нравилась моя страна и мое детство. Яким було ваше життя до війни повномасштабної? Обычная спокойная жизнь с такими естественными какими-то там заботами, проблемами, семья, работа, ну, может быть, какие-то, как сказать, развлечения, вот что-то такое. То есть я не думаю, что что-то особенное, просто, ну, спокойное и тихое. И, возможно, какая-то уверенность в будущем все-таки была. Чи пригадуєте ви, що відбулося з вами у перший день, коли Росія напала? Да, я вспоминаю часто, встречаюсь почти каждый день с другими беженцами, и в разговоры с ними, ну, каждый из нас вспоминает свой первый день. Я тоже свой первый день вспоминаю. Вот рано утром меня разбудила дочка и сказала, что это вот взрывы, обстрелы, война. Я сказала, не может быть, это, наверное, на каком-то карьере взрывают камень для каких-то нужд там, строительных, хотя около Киева нет карьеров, насколько я знаю. Потом подумала, может быть, это на какой-то новостройке что-то взрывают или связанное со строительством дороги, вот такое. Потому что поверить в обстрелы Киева я не могла. В обстрелы Донбасса, да. То есть я думала, что там начнется что-то. Вот, зная, что Российская Федерация собирает войска возле границ Украины, я думала, и мои знакомые думали, что это все-таки будет нападение на Донбасс, на восток Украины. А про Киев никто подумать не мог, и я тоже. Чи можете ви пояснити ваші думки щодо концепції виразу «спеціальна операція»? В интернете я прочитала, что такое война и что такое специальная военная операция. Украина не объявила войну. И в интернете написали, по каким причинам. Мне как бы причины непонятны. Если на нашу территорию вторгся враг, то войну надо все-таки было бы объявить. То есть я не согласна с нашим президентом. Вот. А специальная военная операция – это что-то такое меньшее, чем война. Не надо, ну, можно, например, вести экономическую деятельность с врагом, что вообще-то и происходит. Можно получать помощь от других стран, что и происходит. Если бы была бы объявлена война, это было бы невозможно. Розкажіть, будь ласка, про вашу родину. Де зараз знаходяться ваш син і чоловік? Я вдова, мужа у меня нет, он умер. Мой сын на Украине находится, остался там, а дочка с внуками здесь, в Европе. Чи маєте ви близьких або друзів, які служать в армії? Да, друзья служат в армии. Да, есть. И как раз они воюют на тех вот участках. Де саме? В районе Харькова, в районе Лисичанска. Ну, может быть, теперь не в районе Лисичанска, может быть, немножечко около других городов, может, около Краматорска. Скажем, ситуация меняется постоянно. Як ви виїжджали з території України? Чи вам допомагали? Як це відбувалось? На третий день военной операции Киев окружили с 3 сторон. И по телевизору показывали, что БТРы российские уже ездили по улицам, по окраинам города. И мы решили уехать поездом до Львова. Вот на третий день мы и уехали. Во Львове мы думали, что сможем сесть на бесплатный поезд и доехать до границы, как было в интернете записано. Но, к сожалению, бесплатный поезд мы, женщины и дети, не смогли бы вообще воспользоваться этим поездом. Туда, ну как сказать, ломились
иностранные граждане, которые находились у нас на учебе, на работе, неважно по какой причине. Вот, они в числе первых рвались в этот бесплатный поезд. А то, что отталкивали женщин и детей, они там ножом угрожали, и кулаками били, вот такое. Я это слышала и видела, как отталкивали. Про нож мне сказали другие люди, то есть это там было ближе к двери вагона. А находясь на перроне, я видела с краю эту толпу и видела, как достаточно молодые мужчины заботятся о своей жизни, вот, и лезут в этот поезд бесплатный. А мы даже и не пытались, потому что внучке моей 5 лет, внуку тогда было год и 3, вообще-то это было бы очень опасно для жизни. Вот. Мы пошли во Львове, остались во Львове, стали думать, что же нам делать. И через сутки нашли местного жителя, который за очень большие деньги довез нас до границы. Границу мы переходили пешком, вот. А со стороны, уже на польской стороне, за нами приехали из Кракова польские волонтеры, которые совершенно бесплатно довезли нас до Кракова, поселили совершенно бесплатно, временно, где могли, вот, позаботились, принесли нам продукты, то есть поддержали нас очень сильно. Вот огромная разница была между нашей эвакуацией по территории Украины и по территории Польши. Чи відомо вам, як зараз виглядає ситуація у тому районі, де ви проживали, місто? Да, конечно, там осталось много моих знакомых, соседей остались. Да, если кто-то выехал, кто-то уже и вернулся. Я созваниваюсь с ними. Да, ситуация как бы известная. Время от времени Киев обстреливают, попадают в жилые дома и погибают люди. Вот. Временами там какие-то странные пожары, то есть пишут, что это не прилет, а что там случилось. Местные, мои знакомые это из окна видят. Вот такая информация. По сравнению с другими городами, с другими местами на Украине, можно сказать, что относительно тихо. Люди работают, передвигаются по городу более-менее, общественный транспорт как-то, но работает, может быть, не весь, вот так вот. Относительно мирная жизнь там есть. Ваш дім вцілів? Да, как-то так, повезло пока. Зараз ви живете у Кракові. Чому вибрали саме це місто? Потому что польские волонтеры привезли нас именно в Краков. Почему они это сделали, я не знаю. Наверное, как-то через интернет моя дочка нашла их и как-то, наверное, созвонилась или там списалась. И они уже знали, что будут ехать женщины и дети, 2 собаки и кот, то есть как бы нас вот так вот было много. Поэтому они как бы решали, где будет для нас место. Вот таким образом вот оказался Краков. Чи маєте ви друзів в Росії? Якщо так, які у вас з ними стосунки зараз? У меня отношений в России ни с кем нет. У меня там есть одноклассники, так как школу я закончила еще в СССР, и мои одноклассники разъехались по всему миру. И больше всего их на Украине и в России. Вот. Отношения я с ними не поддерживаю, но давно мы не виделись, давно не встречались, вот как-то так. Чи втратили ви когось близького у цій війні? Нет. Як виглядає ваша фінансова ситуація на даний момент? Чи отримуєте ви допомогу від уряду? Я получила 300 злотых, очевидно, от правительства Польши, и это все. А еще я пенсионерка, у меня есть пенсия небольшая по украинским меркам и мизерная по польским меркам. Вот, я живу бесплатно у поляка, за что ему благодарна. И пользуюсь и его поддержкой, и поддержкой вот этой, в гуманитарных пунктах, к примеру.
Пока так. На работу я пока не пошла, не могу пока понять, мне ехать, возвращаться в Киев или остаться здесь, потому что я хотела уже ехать в Киев, там обстреляли. Я перехотела. Які ваші думки щодо Путіна? І чи вважаєте ви, що росіяни все ж таки мають вплив у цій війні і вони повинні проявляти свій голос? Если уже у людей есть желание, конечно, они должны свое мнение выражать. Не знаю, я не была в России, я не могу сказать, будут разгонять эти митинги, ну, возможные, будут ли, может быть, задерживать каких-то людей, может быть, россияне из-за этого боятся, я этого не знаю. Вот, и по поводу Путина вообще не могу сказать, ну, скажем, руководство России решило поступить так, вот, как оно поступило, по каким-то там своим соображениям. Я, конечно, возражаю, это все, что я могу сделать. Я не знаю, почему люди в России не выходят на митинги какие-то. Яке ваше ставлення до президента Зеленського і дій, котрі виконують лідери інших європейських держав? Не могу сказать, правильно он поступает, будучи президентом. Скажем так, вся информация о его действиях, всю информацию я получаю через интернет. Насколько она верна, я не знаю. То есть я не имею допуска к каким-то источникам. Из интернета я прочитала, что он за время своего президентства недостаточно делал для вооружения нашей армии, а больше вкладывал, ну, вот, в ремонт дорог и так далее. Ну, наверное, надо было делать как-то иначе. Вот. То, что нам помогают другие страны, это, конечно, очень хорошо, я считаю. Вот здесь я думаю, что без их поддержки, ну, вот, поддержки вооружением, ну, чем-то еще, вряд ли бы мы продержались. Мне кажется, у нас мало оружия, и против нас огромная по численности армия, хорошо вооруженная. Після заяв у медіа, де Росія погрожує атакувати решту світу, які ваші думки на подібні погрози? Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Совершенно не хочется, чтобы весь мир втянут был в войну. Я вообще считаю, что все конфликты, все недоразумения надо все-таки решать мирным путем, дипломатическим. Вот. И вообще немыслимо то, что произошло с моей страной. Вот. Очень надеюсь, что все-таки, ну, может быть, президент России как бы поймет, что противостоять он тогда будет уже большому количеству вооруженных людей в других странах, и, может быть, это его удержит. Як ви бачите власне майбутнє на даний момент? Совершенно никак не вижу, никаких планов на будущее. Я действительно не знаю, где мне жить, чем мне заниматься, потому что все-таки, ну, вот, моя жизнь зависела от того, что происходит в стране. И раз у нас сейчас случилось вот это вот вторжение и военные действия, то даже вот пока не знаю, получается, что я как бы чего-то жду, закончится, не закончится. Если не закончится, так я же уже сказала, обстреливали Киев, я не хочу. Если я уже уехала, то не хочу пока возвращаться. То есть я пока не знаю. Як ви вважаєте, як ви змінились від 24 лютого? Я даже не знаю, изменилась я, не изменилась. Да, мне пришлось уехать, моей семье пришлось уехать. Ну, как-то получается, что ну, как-то вот надо как-то было спасать маленьких детей, чтобы они жили в безопасном месте в каком-то, и их детство не было испорчено вот этими обстрелами, тревогой, чем-то еще.
У нас такая возможность оказалась, вот мы смогли ее реализовать. Ну, получается, как, надо что-то делать, вот я делаю. Я не думаю, что я как-то еще изменилась. Ви почуваєтесь в безпеці тут? Да. Вот небольшой маленький процент волнения из-за того, чтобы Путин не напал на Польшу. Вот как вот был предыдущий там вопрос. То есть немножечко волнуюсь о безопасности уже вот этой страны. А так в Польше мне безопасно. Чи знаєте ви когось особисто, кого війна зачепила в такий сильний фізичний спосіб, наприклад? Да, знаю, это мои родственники. Ну, не физически, мои родственники в Лисичанске все жили. Вот. И они выехали, кто-то раньше, в марте, кто-то позже, в апреле. Ну, скажем, до последнего они надеялись, что обойдется, что обстрелы, как в 2014 году, так и в этом году, обстрелы будут где-то там, а город более-менее уцелеет. Вот. Они выехали все, и мы все думаем, что, наверное, там у них в Лисичанске ничего не осталось. То есть они морально пострадали из-за того, что вся их жизнь там проходила, им пришлось, вся их жизнь там была с рождения, им пришлось вот все это бросить и поехать. Ну и материально, по-моему, они остались без ничего. То есть это моя двоюродная сестра с мужем, 2 моих тети, их там дети, внуки, все мои вот такие родственники. Як ви думаєте, яке майбутнє чекає Україну? Если другие страны будут продолжать помогать, у нас есть надежда все-таки отвоевать свои территории. То есть я бы этого хотела, но здесь все-таки вопрос этот все-таки надо адресовать каким-то военным, которые понимают, как там расстановка сил, вот, и хватит ли сил победить и освободить нашу страну. Вот, я только могу надеяться на это. Чи думаєте ви, що війна має можливість закінчитися між Росією і Україною, якщо Путіна не стане? Нет, не думаю. Я не думаю, что он один там все решает. Я считаю, что есть группа людей, большая группа людей, и имеющая еще поддержку среди народа российского. Вот так. Поэтому народ и не выходит на митинги, и поэтому недостаточно будет каким-то образом, допустим, устранить Путина. Я думаю, что кто-то займет его место и продолжит эту политику. Чи хотіли би ви щось сказати людям, які дивляться це відео? Ой, люди, цените мирную жизнь, потому что когда она вдруг исчезает, тогда, конечно, очень получается тяжело.